краховяк. Мотор, танк. Вообще, я от него балдею просто. Ну а ты говоришь, Лунев. Лунев лучше с ногой, чем с руками. Главное, что на поле жарко. Локомотив, Атлетико. Gana quién? Локомотив. Здесь перевод не нужен, все понятно. 2-0. Десять лет назад, играя против Томи, мог предполагать, что 301 матч спустя будешь играть в Лиге Чемпионов с одним и тем же клубом? Надеюсь, что я могу еще 300 играть. Играет со мной. Еще 300. Привет, дорогие друзья! Вот такая вот приятная смена обстановки. Это все Англия, да Англия, АПЛ, да АПЛ. Да у нас есть своя прекрасная лига, российская премьер-лига. И сегодня я решил устроить такой двухъярусный автобус. Безусловно, в российской премьер-лиге есть замечательный клуб «Московский Локомотив», недавний чемпион страны, недавний, еще более даже недавний обладатель Кубка. И сейчас он довольно крепко выступает и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Собственно говоря, я пойду и на матч чемпионата, довольно принципиальный, против Санкт-Петербургского «Зенита», действующего чемпиона страны, действующего лидера страны чемпионата. И, конечно же, мадридский «Атлетико». Будет прям крепчайшая заруба здесь, на РЖД-арене в Черкизово. Будем на оба матча смотреть, как «Локомотив» выступит, и, конечно же, общаться с болельщиками. Поехали! Воу, трехочковый, красава! Мчится, мчится паровоз по дороге премьер-лиги и Лиги чемпионов. Очень хорошее сейчас время для «Локомотива». Мега заряд после победы над Ливеркузеном на выезде. Но, конечно, большой вопрос. Случайность ли это или закономерность, и «Локомотив» действительно мощно выступит в этом сезоне? Вот он, фейерверк. Вот интересно, будет ли фейерверк на поле. Уж простите за излишнюю образность. Какие у вас сейчас ощущения от игры «Локомотива»? Вот вылетели только что из Кубка, но при этом в Лиге чемпионов круто выступаете. Были на игре с Кубком. Восторженные просто. На сегодняшний день команда показывает футбол. Не просто какой-то вымученный футбол, а футбол. Вот с «Зенитом» мы играли суперкубок, мы его взяли. Сейчас тоже, надеюсь, выиграем сегодня. Ну и дождемся матч с «Атлетико» Лиги чемпионов. Будет очень сложно. Ну, сложный вопрос, конечно, что для вас принципиальный, матч с «Зенитом» или матч с «Атлетико», но что вы думаете будет сложнее для «Локомотива»? Все-таки мощный европейский соперник или мощный российский соперник? В Лигу чемпионов мы уже вышли, а первенство продолжается. Поэтому приоритет отдадим первенству, чтобы занять снова первое место и чтобы на следующий год играть в Лиге чемпионов. Какие у вас ощущения от сегодняшнего матча? То есть есть ли шанс на хорошую, уверенную победу «Локомотива»? «Зенит» все-таки команда сильная. Есть. Я думаю, Юрий Павлович создал ту обстановку, которая должна, представить мощную игру. Недаром же на кубок основным игрокам дали отдохнуть. Поэтому вся надежда есть, что сегодня мы увидим большой спортивный праздник, ну и, соответственно, победу «Локомотива». Иначе никак. Последний вопрос. Как вы думаете, закончит «Локомотив» чемпионат России? Такое предсказание на сезон. В тройке. Однозначно. Не будем говорить, что чемпионом, но в тройке будем обязательно. То есть, чтобы следующий год опять играть в Лиге чемпионов. Есть ли чего-то, что сейчас не хватает команде? Может, какая-то конкретная позиция вас, допустим, не очень устраивает? Меня, как болельщика, хотелось бы еще усилить буквально на каждой позиции по игроку. Такие как краховяк. Мотор, танк. Вообще, я от него балдею просто. Вот так вообще нормуль, да? Костюмированная вечеринка возле стадиона РЖД-арена. Красота-то какая, боже ж мой. Y Atlético Madrid, ¿qué tal lo van a jugar? ¿Quién va a ganar? Pues está complicada la cosa. Los españoles acá Son fuertes. van a sentir un poquito el clima, pero el Atlético de Madrid está muy fuerte.
Muy fuerte. muy fuerte de fútbol. No lo sé, así es. Lokomotiv, Atlético. ¿Gana quién? Lokomotiv. Lokomotiv. Ah, casi. 3-0, No, 2-1, 2-1. 2-1. 2-1. Gracias, señor. Спасибо. Ну что, мне кажется, у вас нет повода вообще унывать, болельщики Локомотива. Человек из Испании приехал на матч, болельщик Барселоны, и сказал, что Локомотив сдюжит против Атлетика. 2-1 ни много ни мало. Хотя и говорит, что Атлетика сильная команда, но говорит, что Локомотив сможет победить. Какие ощущения вообще от игры Локомотива в последнее время? Ну, крутой успех в Европе, да, все-таки на выезде выиграли. При этом вылетели из Кубка. Нет, команда, она показывает свой класс, и поэтому сегодняшний матч, он, по сути, решающий. Решающий. Ну, по сути, да, это за первое место матч. Ну, еще ж долго играть-то, в принципе. Все понимают, у кого класс. Как болельщик Локомотива хочу вас спросить, вот вам какой матч кажется более, не то чтобы страшным, но более серьезным, сегодня или Атлетико Мадрид? Ну, они не страшные, это вызов. Это вызов для команды, что смогут преодолеть, но все в их руках, мы за них будем болеть. Вот если бы вы были сейчас владельцем или тренером Локомотива, какую бы позицию вы бы улучшили? То есть, может быть, что чего-то не хватает, например, там, опорника или вингера, или нападающего еще одного? Ну, я думаю, с защитой надо поработать. Защита. Но атака, в принципе, сбалансированный состав, поэтому все молодцы, все хорошо. Последний вопрос. Ваши предсказания на сезон в чемпионате. Где думаете Локомотив очутится, когда чемпионат закончится? Будем стремиться к первому месту. Тем более, Кубок России проиграли, значит, в этом должны брать чемпионат России. Мы верим в свою команду, мы надеемся, мы сегодня ожидаем победы. С Атлетико мы ожидаем хорошей игры. А победы? Победы, но минимум ничьи. Потому что нас записывали в самый низа таблицы, но мы показали, что мы умеем играть. И Байер об этом получил, что играет дома. Мы их вынесли и вынесем их еще раз дома. Вот это я понимаю. Ну, Гильермо там, конечно, сыграл потрясающе, да, вот этот сейв двойной. Гильермо, да, сейв двойной. Красавчик. Все надеялись, все верили, все переживали. Все мои соседи были в шоке, когда на 87-й минуте Гильермо вытащил и потом еще раз отбил. Но Дима Баринов, Грегорш, вся команда молодцы. Не обидно, что из Кубка вылетели? Или это как бы необходимая такая жертва, чтобы и там играть лучше, я имею в виду в чемпионате и в Лиге чемпионов? Кубок — это, конечно, наше все, но не получилось. Не получилось у нас. Молодежь играла хорошо. Серия пенальти — это, конечно, лотерея. Не повезло, везет сильнейшим, но сегодня повезет нам. Мы сегодня выиграем «Зенит», вынесем этих бомжей. Просто локо чемпион. Хорошо, какой матч для вас, ну не сказать страшнее, но как бы важнее и серьезнее? Сегодня или Атлетико? Сегодня будет, наверное, важнее. Важнее для чемпионата. То есть чемпионат важнее, чем Лига чемпионов, да, объективно? Лига чемпионов более-менее понятно. Мечта. Лига чемпионов мечта, а более реальный чемпионат. Ну, ваш соперник когда-то тоже никто не думал, что Кубок УЕФА выиграют. Ну да. Но выиграли же. С первого места не факт, что сможем выйти. Нам хотя бы даже третье будет достаточно в Лиге чемпионов. А в чемпионате уже ситуация более стабильна, мы способны бороться за чемпионство. Здорово, это хороший настрой. Если бы вы могли сейчас что-то изменить в команде, какую-то позицию, допустим, усилить каким-то игроком, какая это была бы позиция? Еще один нападающий, наверное, если Смолова не будет, то... То есть в защите все в порядке? Пойдет. Пойдет. Последний вопрос. Ожидания от игры сегодня и ожидания от игры во вторник? Победа и там, и там. Победа и там, и там. Здесь победа, там, я надеюсь, хотя бы на ничью. Хотя бы, если объективно, да. Такой реалист, да? А какие у тебя ощущения сейчас от игры Локомотива в целом? В целом, можно и лучше, конечно, поиграть. Можно и лучше. Да. Так, в принципе, шансы равные, если про этот матч говорить. Не обидно, что из Кубка вылетели? Нет, это была жертва ради Лиги чемпионов, ради чемпионата. Правильно, согласен. Какие ожидания от сегодня и, самое главное, наверное, от вторника? Что вообще важнее, сегодня или вторник? Важнее, наверное, сегодняшний матч, потому что соперник во вторник сильнее. Думаю, 2-1 будет сегодня. Победа. Да, Локомотив. А во вторник? А во вторник было бы неплохо, если бы ничья была. Скажи, пожалуйста, когда ты больше орал? Когда забили второй в Ливеркузене или когда Гильермо на 87-й минуте дабл-сейв сделал?
Когда второй забили, конечно, было неожиданно. Неожиданно? Да. Вообще не ожидал, что будет такой результат, да? Нет, я думал, ничего будет. Но почему-то так чувствовал в глубине души, что победа возможна. Вот. Но с этой победой шансы стали больше, как минимум на Лигу Европы. Последний вопрос. Если бы вот ты сейчас мог изменить одну позицию в «Локомотиве», усилить ее каким-то игроком, какая бы эта позиция была? Нападающий, я думаю, что вместо Смолова должен был Эмбола прийти, как изначально хотели. Это однозначно. Ну вот, спрашивая болельщиков «Локомотива», все достаточно, в принципе, определенно. Сегодня надо побеждать, во вторник можно, в принципе, сгонять и в ничью. Такая логика. Что же, интересно, думают болельщики «Зенита»? Им ведь играть точно так же. Сегодня против «Локомотива» и на следующей неделе в Лиге чемпионов. Так, ну окей, сегодня вот мне болельщики «Лока» все говорят, что принципиальный матч в борьбе в чемпионате, да, принципиальный. Вот для «Зенита» насколько принципиальный именно этот матч? Вы все-таки идете в первыми, да, хорошо играете, 23 очка. Естественно, если мы выиграем этот матч, мы оторвемся, у нас будет какое-то преимущество, поэтому действительно он для нас принципиальный, и надеемся, что мы сегодня победим в этой встрече, и у нас будет какой-то задел на будущее. Что для вас принципиальнее? Вот матч сегодня или матч в Лиге чемпионов на неделе? Там все-таки тоже заруба будет серьезно. Ну, понимаете, в Лиге чемпионов домашний, во-первых, матч будет, во-вторых, 3 очка дома у Бенфики нужно брать, поэтому мы постараемся взять... Сегодня мы готовы на ничью, во вторник нужна победа. Да, согласен. Лига чемпионов, наверное, все-таки поважнее. Надо брать что-то, двигаться вперед, и в плане Еврокубка. Вот ровно наоборот. Сегодня победа, во вторник ничья. Я хочу сказать, что у нас нет принципиальных матчей, у нас каждый матч принципиальный, и каждый матч мы готовимся как к последнему. Для нас победа превыше всего. Нету слабых соперников, нету сильных. Для нас каждый соперник — это сильный соперник. Вот приходишь тогда на стадион, а тут вот такой вот болельщик. Петр, скажите, пожалуйста, за кого вы сегодня болеете? Локомотив. А, все-таки за «Локомотив», да? По-моему, до матча я слышал, что «Зенит» будет, нет? Ну да. Но пришлось за Локомотив. Пришлось за «Локомотив». Давай за красивый футбол лучше болеть, да? Все верно? Не забывайте, у нас на фланге ваш любимец Влад. Он мира-чемпион, отважно бьется, борется, а может и забить. Наш Бенедикт несется... Не, ну это же круто, это прям настоящая поэзия. Неудержимый Мацей. А трибуна все дополняет. Douglas con Jirkovski se está entendiendo muy bien ahí, puedes ver. Cuando uno va, otro tienen... Ну так подумаешь, сидят парни и шпионят для Атлетико Мадрид, да? Какой парень? По-испански. Да, шпион. Да. На самом деле журналисты. Да, журналисты. Прекрасные журналисты. Да, и шпион это. Сегодня свой 300-й матч в футболке московского «Локомотива» проводит наш вратарь Маринато Гильерме. Давайте аплодисментами поздравим Гилю с этим достижением. Вот скажи мне, ты вообще ожидал, что Гильерме сыграет 300 матчей за «Локомотив»? Не ожидаю, да, уже здесь, по-моему, 11 лет. Потому что в Бразилии я никогда не видел, когда Гильерме играл. Я знал по Гильерме, когда я здесь был в России, когда он играл за «Локомотив». Но это невероятно, да? 300 матчей уже. Пока чуть-чуть скучно, некоторые моменты были только один час Дзюба, но много вне игры, опять. 5 раз уже вне игры. Ну, значит, ловушка работает на «Локомотиве». Да. Ну что, «Локомотив» 1-0 ведет. Скажи, Лунев. Лунев опять ошибся. Поэтому я не знаю, когда важный момент, он всегда шмается, Лунев. Мне не нравится важный матч, важный момент. Всегда. Видел, это не сложно для вратаря так, но ошибся опять.
Ладно, хорошо забил. Смотри, ВАР идет, да? ВАР, потому что я думаю, не смотрите, был там нарушение правил, когда дрился. Ощущение, что меня просто ВАР уже преследует. Блин, в Лестере на прошлой неделе 2 отменили, 2. И сегодня опять гол отменяется. Да что ж такое? ВАР меняет футбол. Тот случай, когда никакой ВАР не поможет, да? Пушка просто. Пэу! Сейчас нет ВАР. И что интересно, Семин так делает. Смотри сейчас. Да, сейчас посмотри на ВАР, конечно. ВАР не поможет. Но поможет Ленев. Ворота команды Зенит, Санкт-Петербург. Забил номер 7. Ну там просто красно-зеленая вечеринка. Ну, нормальное явление, да, абсолютно. Главное, что на поле жарко. Почти как мужская баня, да? Ну, а ты говоришь, Лунев. Лунев лучше с ногой, чем с руками. Прикинь. Когда играет полузащитник. Пришел и сделал гол. Да. Но ВАР будет. А, сейчас еще ВАР, да. Мы все время забываем о том, что есть ВАР. Опять пошел смотреть. Нет! Гол не засчитан! И опять там вечеринка! Вполне себе мощная игра-то. Второй тайм вообще прям на заглядение. И два мяча, которые отменил ВАР. Сначала в ворота «Зенита», потом в ворота «Локомотива». Вот мне интересно, болельщики «Локомотива», что они сейчас думают? ВАР все-таки хороший или ВАР все-таки плохой? Я думаю, что перед матчем с «Атлетикой» я их об этом спрошу. Но первый из этих двух блинчиков точно не комом. 1-0. «Локомотив» побеждает «Зенит». Что, друзья, продолжаем разговор. Сегодня в гости к «Локомотиву» приехал важный испанский гость. Атлетико Мадрид. Пам-пам-пам. Мы, конечно же, идем туда и посмотрим, сможет ли «Локомотив» повторить успех против «Зенита» в этом очень важном матче Лиги Чемпионов. Погнали. Сегодня какие ощущения? Ну, хотелось бы бороться за победу, потому что играем дома, погодные условия. Так как в Испании там у них не часто дождь, такая погода, типа, и поддержка у нас большая. Надеемся на победу. Народу реально до хрена, мы полчаса не могли войти просто. Ну вот, надеемся на победу. Стадион битком будет? Ну, фанатская трибуна будет вся заряженная. Слушай, очень круто пели на «Зените», прям танцевали вообще, прям суппорт был сумасшедший. Сегодня так же будет? Ну, «Зенит» — это «Зенит», потому что мы за 6 очков, типа, там была битва за первую тройку, вот. Мы выиграли, а вот эта Лига Чемпионов, домашняя обстановка, должны побеждать. А ничья, если будет, не расстроишься? Ну, не расстроить, главное не поражение. Главное не поражение. Главное не поражение. Как далеко «Локомотив» дойдет в Лиге Чемпионов, как ты считаешь? Хотелось бы как можно дальше. Как можно дальше? Да, так можно и Лигу Чемпионов взять. Слушай, у меня еще один вопрос такой интересный. Вот матч с «Зенитом» 2 гола отменил ВАР. Один, который «Локомотив» забил, другой, который «Локомотив» пропустил.
Что думаешь, ВАР вообще хорошая штука или не очень? Вроде порадовались голу, а гола нет. Да, ну, знаете, есть футбольный бог, и он решил исход матча. Им не засчитали, нам не засчитали. Все справедливо. Все справедливо. Надеюсь, сегодня ВАР не испортит. Лока, победа! И сегодня очень важный матч в истории Локомотива. Мы очень долго этого ждали. И вот в том году у нас не получилось, но в этом году обязательно получится. Итак, всей Москвой, всей страной поддержим московский Локомотив. Какой счет будет сегодня? Счет сегодня, скорее всего, 3-0 в пользу Локомотива. 3-0. 2 забьет Крыховяк, Гжегош и 1 Баринов. Окей, ну а если вдруг будет ничья, не расстроитесь? Вдруг? Но этого не может быть, в принципе. Не может быть. Только Нет. победа, да? Только победа, только Лока, только победа. Юрий Павлович. Ну, конечно, объясняют, в каких случаях будет употребляться ВАР сегодня. На стадионе, где ВАР употребился 2 раза в прошлые выходные против «Зенита». Много здесь иронии, да? Забавно, конечно, еще очень наблюдать за тренерами команд. Еще такое ощущение, что Диего просто в шагомере шаги накручивает, потому что он вообще не сидит ни минуты. Какая там техническая зона, боже, не слышал. Но Юрий Павлович тоже может выразить свой гнев, так сказать, нарушить то самое правило. Но Диего просто тупо вообще забил на это правило. Как и в субботу, собственно говоря, в первом тайме нули. Но надо сказать, что Атлетико, конечно, в частности, Диего Коста пару раз простили Лока, очень так серьезно простили. Но вообще игра, конечно, интересная. Лока явно играет вторым, как бы не то чтобы темпом, но пытается контратаковать. И несколько раз действительно было неплохо. Но, в общем, пока держится. Плохо начал второй тайм Локомотив. Тут же на 46-й минуте пустил Джао Феликс гол. Но там, конечно, ничего сделать было невозможно. 1-0. Но это буквально секунды после гола, а они не замолкают все равно. Здесь перевод не нужен, все понятно. 2-0. Локомотив горит. Второй тайм просто все началось очень-очень плохо. Но такая атака Атлетико была, что просто ее можно в видеоучебник по футболу как атаковать. Этот человек просто какой-то космический вратарь. Конечно, Алисон, может быть, и выиграл лучшего вратаря мира заслуженно, базара нет. Но что сейчас сотворил Ян Облак? Двойной сейв такой, что просто мама дорогая. Он сделал свое дело и ушел. Просто практически в одиночку уничтожил Локомотив и ушел. Спасибо за фантастическую поддержку Черкизова. Увидимся с вами 6 числа на матче Локомотив-Арсенал. Что второе испытание сложное для Локомотива на этой неделе закончилось неудачей для московского клуба. 2-0 поражение от Атлетико. Ну, надо сказать, что в первом тайме, конечно, команда еще что-то могла противопоставить мощным испанским крепким парням. Но во втором тайме буквально за 15 минут просто рассыпались. Beginning of the second half, it
it was bad for us because we conceded 2 goals. But I think we can be happy even if we lost about our game because we had the opportunity to score. We could take 1 point today, but unfortunately we lost the game. But we're gonna work to do better. 10 лет назад, играя против Томи, мог предполагать, что 301 матч спустя будешь играть в Лиге Чемпионов с одним и тем же клубом? Ну, честно, нет. И я даже очень рад за это исполнение, которое сделал здесь в клубе. Конечно, я не ожидал, что я столько могу играть за Локомотив и столько лет здесь, но я очень рад, что так получилось, и надеюсь, что я могу еще 300 играть за Локомотив. Еще 300? Да, но я знаю, что это невозможно, но буду стараться играть, насколько я могу. Ла Вида Локо не удалась. В очередной битве Семина и Симеона испанец взял верх. Ну, можно сказать, что прогресс налицо, потому что здесь же, на РЖД-арене, в прошлом году было 5-1 от Атлетико, сейчас всего лишь 2-0. Тем не менее, Локомотив будет продолжать, естественно, бороться. Через пару недель сюда приедет ни много ни мало Криштиану Роналду и его собратья по команде Ювентус. Тоже будет очень интересный матч. А сейчас я отправляюсь в другой клуб российской премьер-лиги. Не такой звездный, как Локомотив, но тоже крайне интересный. Спасибо, что смотрели блог. Подписывайтесь, шерьте, лайкайте. Всегда буду рад читать ваши комментарии, общаться с вами. До встречи, друзья. Пока.